Представьте лето 1944 года. Беларусь. После разгрома группы армий «Центр» Красная армия уверенно идет на запад. По разбитой дороге тянется колонна грузовиков, на бортах которой когда-то были белые американские звезды, а за годы войны их почти скрыла советская краска, пыль и грязь фронтовых дорог. Казалось бы, какое отношение имеют американские грузовики к белорусской земле, по которой еще и наступают советские войска? Это машины компании Studebaker, собранные за океаном в американском Саут-Бенде, штат Индиана. Они прошли через Атлантику, Арктику, Иран и Дальний Восток и спустя месяцы оказались здесь, на советском фронте. Почему государство, которое долгие годы отказывалось признавать советскую власть, вдруг отправляет Советскому Союзу автомобили, продовольствие, оборудование и военную технику? Неужели они выбрали нужную сторону? Давайте разбираться. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. С вами я, Павел Кухаркин. Подписывайтесь, как всегда, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Это нам очень сильно помогает в продвижении. Сегодня мы поговорим о ленд-лизе, теме, вокруг которой уже много десятилетий идут ожесточенные споры. Одни утверждают, что без американской помощи Советский Союз не смог бы победить. Другие же уверяют, что поставки союзника вообще не сыграли никакой роли. Мы попробуем разобраться в этом вопросе без крайностей и опираясь лишь на документы, воспоминания современников и оценки историков. Кто чтил помощь союзников, а кто решил заминать эту помощь, либо как-то ей манипулировать. В общем, поехали. Чтобы понять историю ленд-лиза, придется вернуться даже не в 1941 год и даже не в 1933. Нам нужно вернуться в мир, который еще не знал ни Сталинграда, ни Курска, ни Ялты. После Октябрьской революции и последовавшей гражданской войны отношения между Советской Россией и Соединенными Штатами складывались очень тяжело. Американские войска участвовали в интервенции на русском севере и Дальнем Востоке. В Вашингтоне с подозрением относились к новой власти в России. Да и в Москве хорошо помнили иностранное вмешательство в годы войны. В годы гражданской войны. Когда 30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик, Соединенные Штаты не спешили устанавливать с ним дипломатические отношения. Прошел почти целый 11-летний период, прежде чем в ноябре 1933 года Рузвельт официально признал СССР и установил дипломатические отношения после переговоров уже с Литвиновым. К тому времени две страны успели привыкнуть смотреть друг на друга через призму недоверия, но именно этим государствам через несколько лет предстояло стать союзниками в крупнейшей войне в истории человечества, а потом уже и развязать новую холодную. Почему это произошло и был ли ленд-лиз актом дружбы или частью какой-то большой политической игры, вот как раз мы об этом и поговорим. Когда сегодня вспоминают 30-е годы, их часто сводят к простой истории о Гитлере, Европе и политиках, которые якобы вообще не сумели распознать опасность. Но на самом деле все было гораздо многограннее, и за внешней стороной дипломатии разворачивалась нешуточная борьба за будущее мирового порядка, которая заложила фундамент самой страшной войны человечества. К началу 20 века Британская империя оставалась крупнейшей державой планеты. Лондон контролировал колоссальные территории, важнейшие морские коммуникации, мировую торговлю и значительную часть финансовой системы. Но рядом уже поднималась новая сила – Соединенные Штаты Америки. Скорее всего, до сих пор британской короне этот феномен не стал понятен. Как так вообще произошло, что первенство в мире сейчас занимает ее бывшая колония? Но сыграло удачное местоположение. После Первой мировой войны именно США стали главным мировым кредитором. В американских банках концентрировались капиталы, которыми пользовались все значительные европейские державы. В 20-е годы через американские займы финансировалось восстановление германской экономики. План Дауса, затем план Юнга позволяли Германии получать иностранные инвестиции, модернизировать промышленность и постепенно восстанавливать хозяйство после Первой мировой войны. На всем этом США очень так нехило заработали, как деньги, так и международное влияние. Британия понимала, что подобный рост США несомненно приведет к потере их прежнего влияния, и соглашаться с этим не очень-то и планировала. Вы спросите, при чем здесь отношения Британии и США? Мы вообще говорим о ленд-лизе. Поверьте, эти процессы являются неотъемлемой составляющей одной цепочки событий. События межвоенного периода невозможно понять, если смотреть только на отношения Германии и СССР. За ними стояло гораздо более крупное противостояние. Это борьба между британским и американским
проектом мирового устройства. Разумеется, в архивах не существует документа под названием «План натравить Германию на СССР», но, по крайней мере, пока он нам не попадался. Но существуют решения, факты и последовательность событий, которые заставляют думать именно в этом направлении. После прихода Гитлера к власти в 1933 году Германия начинает стремительно усиливаться и готовится к войне. И что особенно важно, значительная часть британского руководства долгое время не воспринимает это как смертельную угрозу. Напротив, во многих влиятельных кругах Лондона гораздо большую тревогу вызывает именно Советский Союз. Потом карма, конечно, Британии все вернет, учитывая то, что они потеряют больше всего территорий после войны. Причины понятны. СССР открыто выступал против колониальной системы, поддерживал антиколониальные движения и предлагал собственную модель мирового развития. А для империи, владевшей огромными территориями в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, это был серьезнейший вызов. Поэтому в британской политике постепенно возникает линия, которую позже назовут политикой умиротворения. Но на самом деле это была политика усиления Германии, которая, по мнению британского руководства, должна была решить проблему с первой в мире социалистической державой, став национал-социалистической и направленной против СССР в конечном итоге. 18 июня 1935 года Британия подписывает с Германией англо-германское морское соглашение, вследствие которого Германия получает право иметь военно-морской флот тоннажом до 35% британского надводного флота и до 45% британского подводного флота с возможностью дальнейшего увеличения. Для Берлина это была крупная дипломатическая победа, ведь крупнейшая морская держава мира фактически позволила германское перевооружение. В марте 1936 года Германия вводит войска в Рейнскую область. Позже начальник генерального штаба Вермахта генерал Бек и другие немецкие военные признавали, что германские силы были невелики, и в случае жесткой французской реакции операция могла бы закончиться провалом. Однако ни Франция, ни Британия на военные меры не пошли. Гитлер снова выигрывает. Так хочется сказать, невероятно просто. Но это факт. В марте 1938 года происходит аншлюз Австрии. Под аплодисменты европейских стран, которые почему-то не назвали его актом агрессии, аннексии и прочими словами, которые сейчас принято многие вещи называть. Германия становится еще больше, еще сильнее, еще богаче и снова без сопротивления. Осенью того же года приходит Мюнхенский сговор. 30 сентября 1938 года Великобритания, Франция, Германия и Италия подписывают соглашение, которое отдает Германии Судетскую область Чехословакии. А Чехословакия обладала одной из самых развитых индустриальных баз Европы. Заводы Шкода выпускали танки, артиллерию, боеприпасы и другое вооружение. После ликвидации Чехословакии вся эта промышленность в конечном итоге оказалась в распоряжении Германии. А самое смешное, что все эти решения приходят в момент, когда президент Чехии просто ожидает вердикта в коридоре. Иными словами, уступки приносили Берлину не только территории, но и новые ресурсы для будущей войны. Именно здесь и возникает самый важный вопрос этой эпохи. Если Гитлер был настолько опасен, то почему ему уступали и позволяли усиливаться? И ответ здесь только один. Значительная часть британской элиты рассчитывала, что главный удар Германии в конечном итоге будет все-таки направлен на Советский Союз. В такой логике Германия и СССР должны были истощить друг друга в огромной войне на востоке Европы. Британия при этом сохраняла бы свои позиции и оставалась одним из центров мировой политики. То есть руками Гитлера Британия планировала устранить советскую угрозу ее мировому господству, после чего разобраться с самим Гитлером, который бы увяз в этой войне. Но что-то пошло у них не так. Советское руководство пыталось создать антигитлеровскую коалицию еще до войны. Об этом свидетельствуют дипломатические инициативы Литвинова и переговоры 1939 года. Но каждый новый раунд переговоров приносил все меньше оптимизма. В Москве сделали выводы. Сталин постепенно приходил к убеждению, что Лондон и Париж либо не готовы воевать с Германией всерьез, либо продолжают надеяться, что германская экспансия будет направлена на восток. Тем временем за океаном внимательно наблюдали за происходящим. Соединенные Штаты. И для Вашингтона ситуация выглядела по-своему. Они же в полной безопасности, но есть некое «но». Американское руководство понимало, что если Германия подчинит себе Европу, а СССР окажется разгромленным, Соединенные Штаты столкнутся с противником, который будет контролировать огромные ресурсы континента.
Поэтому американские интересы все сильнее расходились с британскими планами. И именно отсюда начинается та история, которая через несколько лет и приведет к появлению Ленд-Лиза. История большой борьбы за будущее мира, в которой каждый игрок пытался спасти прежде всего собственное положение. И именно поэтому дальше мы будем говорить об интересах Вашингтона. Потому что без понимания американских интересов невозможно понять, почему Рузвельт в итоге сделал ставку на поддержку именно Советского Союза. 22 июня 1941 года в этой сложной конструкции англо-саксского конфликта появился фактор Советского Союза. Причем появился не как объект политики, а как ее главный участник. Очень сложно все-таки не включить в игру страну, которая занимает, половину континента. Очень быстро стало ясно, что именно на Востоке будет решаться судьба войны. Немецкое командование бросило против СССР основную часть своих сухопутных сил. Именно здесь действовали главные группировки вермахта. Война чаще всего ведется именно за ресурсы. И так получилось, что контролирует их из века в век именно Россия. В Вашингтоне этот фактор посчитали мгновенно, и уже через несколько недель после начала войны президент Рузвельт направляет в Москву своего ближайшего доверенного человека Гарри Хопкинса. Хопкинс входил в ближайшее окружение президента и пользовался его полным доверием. Многие историки называют его человеком, который мог говорить от имени даже самого Рузвельта. В конце июля 1941 года он прибывает в Москву и встречается со Сталиным. Позже Хопкинс вспоминал, что беседа продолжалась несколько часов, и США интересовал лишь один главный вопрос: сможет ли Советский Союз продолжить сопротивление? Ничего личного, просто бизнес. Можете, не можете. Вашингтон не собирался вкладывать огромные ресурсы в страну, которая рухнет через несколько недель. Но после встречи выводы оказались совсем другими. Вернувшись в США, Хопкинс доложил Рузвельту, что Советский Союз будет сражаться и что помощь необходимо оказывать по возможности как можно быстрее. Собственно говоря, именно после миссии Хопкинса начинается практическая история с Ленд-Лизом. Осенью 1941 года в Москве проходят переговоры представителей СССР и США и Великобритании. Советскую делегацию возглавил Молотов, американскую — Гарриман, британскую — лорд Бивербрук. Да, британцы тоже участвовали, так как понимали, что военная машина вермахта уже вышла из-под контроля и нужно с этим что-то делать. Потому что в начале войны, мы об этом говорили, Британия не особо-то и воевала, когда Германия разрывала Польшу. 1 октября 1941 года стороны подписали первый Московский протокол. Это был первый большой документ, определивший объемы и номенклатуру будущих поставок. Речь шла о самолетах, танках, алюминии, грузовых автомобилях, станках, стратегическом сырье и множестве других позиций, необходимым для ведения современной войны того времени. И именно здесь начинается история, которую часто либо преувеличивают, либо игнорируют. Но если открыть некоторые западные публикации, то может возникнуть впечатление, будто Ленд-Лиз уже прям в 1941 году спас Советский Союз от краха, а к 1945-му вообще можно было СССР вычеркнуть из памяти о победе. Но архивные документы показывают совершенно иную картину. На тот момент поставки только начинались. Транспортные маршруты еще не были созданы, и конвои только пробовали проходить через Арктику. Да, и большая часть обещанной помощи физически находилась еще вообще далеко за океаном. То есть, к примеру, когда решалась судьба Москвы, основу сопротивления полностью составляли советская промышленность, советская армия, советский народ. Но для местной американской пропаганды русские сделали все возможное. Был снят документальный фильм «Битва под Москвой», который стал первым нашим Оскаром. Пропаганда США тогда была развернута в поддержку СССР. И в дальнейшем эти призы будут как раз выдаваться в зависимости от политических настроений США, кто является в какой момент их союзником. В целом давно понятно, что американцы используют свои премии для повышения внутренней, и внешней пропаганды. Для американцев, по сути, погибшие наши герои под Москвой стали частью их проекта. Такая рекламная акция. Для чего им тратить деньги поначалу, а потом, собственно, деньги возвращать. Ни один ленд-лиз сам по себе не выигрывает войны. Войны выигрывают государства, которые способны организовать производство, управлять армией и провести мобилизацию общества. Если бы СССР потерпел поражение в 1941 году, никакие вообще будущие поставки уже не имели бы никаких значений. Но столь же ошибочная и противоположная крайность, которая утверждает, а вообще ленд-лиз ничего не сыграл и был не нужен, может быть, его вообще не было. В 1942 году становилось очевидно, что впереди не несколько месяцев борьбы, а долгая война на истощение. А такая война требует серьезных расходов и мощностей производства. И чем дальше развивалась война, тем больше возрастало значение
таких факторов. Не случайно многие советские маршалы и хозяйственники военных лет вспоминали ленд-лиз и говорили прежде всего о транспорте и снабжении. Здесь особенно показательна оценка Жукова, который уже после войны признавал, что без ряда поставок по ленд-лизу вести войну было бы значительно труднее. Но здесь ключевое слово «труднее», а не попросту там невозможно. При этом Жуков никогда не ставил вопрос так, будто бы победу одержал лишь благодаря ленд-лизу. Речь шла именно о помощи союзника, а не о замене советских усилий. Именно поэтому правда о ленд-лизе находится между двумя крайностями. Без Красной армии, без советской промышленности и без советского народа никакой ленд-лиз не смог бы остановить Германию. Это очевидный факт. Но есть нюанс, что без огромного потока техники, транспорта, оборудования, который начал со временем поступать в последующие годы, цена победы для Советского Союза была бы еще выше. Настоящий масштаб этой помощи станет понятен только тогда, когда мы посмотрим на конкретные цифры поставок. В 1948 году Николай Вознесенский опубликовал книгу «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». И там появлялась цифра около 4%. Так Вознесенский оценил удельный вес союзных поставок по отношению к советскому промышленному производству военного периода. Цифра маленькая, если смотреть на войну как на общий вал продукции, но она становится совсем другой, если открыть номенклатуру поставок. Советский Союз сам производил главное для обороны страны. За годы войны было выпущено более 100 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 130 тысяч самолетов, сотни тысяч орудий и минометов, миллионы винтовок, автоматов и пулеметов. Нужно помнить, что основу обороны дали советские заводы, советский тыл, советская армия и советская мобилизация. Т-34 не приехал from Detroit, а Ил-2 не произвели в Калифорнии. Это нормально для любой армии. Но теперь нужно открыть цифры поставок. Из западного полушария в СССР было отправлено примерно 17,5 миллионов тонн груза. Около 94% этого объема были как раз американскими. По американским данным, с 1 октября 1941 по 31 мая 1945 СССР получил 427 284 грузовых автомобиля. В других сводках есть цифра 434 тысячи автомобилей, если учитывать более широкий период и часть дополнительных категорий. К этому прибавились 35 тысяч мотоциклов, 2328 специальных армейских машин обслуживания. Советская промышленность в годы войны выпустила около 265 тысяч грузовых автомобилей. Это меньше, чем пришло по союзным поставкам. Поэтому во второй половине войны советская артиллерия, снабжение и реактивные минометы чаще двигались на американских колесах Студебекер. Это стало рабочей машиной фронта, и именно на этих шасси ставили значительную часть «Катюш». По бронетехнике картина другая. СССР получил 13 303 боевые машины. В эту цифру входят танки, самоходные установки, бронетранспортеры и другие бронированные машины. Американские танки, да, воевали в Красной армии, но это не был ключевой танк. Основой оставались Т-34, КВ, ИС, СУ и ИСУ собственного производства. Здесь ленд-лиз был заметным дополнением, но не играл таковой роли от слова совсем, или если сравнивать с грузовиками. По авиации союзники поставили 11 400 самолетов. Советские летчики умели использовать эти машины. К примеру, на аэрокобре воевал Александр Покрышкин. Но и в этом случае основная масса самолетов на вооружении была советской. Як, Ла, Ил, П-Ту. Но что касается топлива, то здесь стоит уже качественно другая цифра. 2 миллиона 670 тысяч 371 тонна нефтепродуктов по ленд-лизу. Это бензин, масла и другие нефтепродукты. Особое значение имел авиационный бензин, и в справочных материалах встречается оценка, что поставки составляли 57-58% авиационного топлива и почти 90% высокооктанового бензина, который использовался в советской авиации. Теперь железные дороги. СССР получил 1911 паровозов и 66 дизельных локомотивов. При этом собственное производство магистральных паровозов в СССР в годы войны резко сократилось, потому что заводы были заняты танками, артиллерией, боеприпасами и ремонтом военной техники. К локомотивам добавлялись вагоны, 9920 платформ, 1000 думпкаров, 120 цистерн и 35 тяжелых вагонов для машин и оборудования. Всего более 11 тысяч железнодорожных вагонов разных типов. Отдельно шли рельсы, по ленд-лизу было поставлено около 622 тысяч тонн рельсов. Для страны, которая сначала эвакуировала промышленность на восток, а затем восстанавливала пути, уже освобождая территории, это была
важная составляющая помощи. Честно говоря, сейчас это просто цифры, но это невероятные объемы для любой современной страны, включая сами Соединенные Штаты. Тем более, где сейчас стабильно сходят поезда с путей каждую неделю. Дальше продовольствие. Американская сводка дает 4 миллиона 478 тысяч тонн продовольственных поставок, в числе которых мясные консервы, сахар, мука, жиры, сухое молоко, яичный порошок, соль, концентраты и другие продукты. Иногда в популярной памяти все сводят к тушенке, но на самом деле речь шла о миллионах тонн армейского и тылового питания. Анастас Микоян, который занимался снабжением, позднее вспоминал американскую тушенку, комбижир, яичный порошок и муку как реальную помощь фронту. Теперь металлы. По распространенным сводкам СССР получил около 328 тысяч тонн алюминия. Это важная цифра для авиации, моторостроения и оборонной промышленности в целом. В некоторых подсчетах указывается, что эта поставка превышала советское производство алюминия военного времени. Меди поступало 387 тысяч тонн. В некоторых источниках цифра сопоставляется 82% от советского производства за годы войны. По химической продукции и взрывчатым веществам цифры также крупные. В справочных сводках указывается около 1,2 миллиона тонн химических продуктов и взрывчатки. Отдельно называют 127 тысяч тонн пороха и сотни тысяч детонаторов. По ленд-лизу шли радиостанции, телефоны, кабели, полевые телефоны, радиолокационное оборудование, средства связи для авиации, флота и сухопутных войск. Морская часть тоже была значительной. Для советского военного морского флота поставили 318 боевых кораблей и катеров разных типов. Тральщики, торпедные катера, большие охотники за подводными лодками. Также поставлялись морские мины, глубинные бомбы, тралы, гидроакустические станции, судовые дизели и водолазное оборудование. Поставлялось также и промышленное оборудование: станки, инструменты, целые технологические линии, оборудование для нефтепереработки, химической промышленности и металлургии. Один из известных примеров — это шинный завод, оборудование которого было отправлено в СССР с предприятия Ford. А теперь давайте подведем итоги. Если брать танки, самолеты, артиллерию, стрелковое оружие и людскую силу, то, конечно же, Советский Союз вынес основную часть войны полностью на себе. Основная масса боевой техники была советской. Проливали кровь именно советские люди, и основные потери были именно среди советских граждан. Если посчитать автомобили, железнодорожные поставки, высокооктановый бензин, алюминий, медь и часть взрывчатых компонентов, то, конечно, ленд-лиз оказывается уже не 4%, а чуть выше. Именно поэтому спор о ленд-лизе нельзя сводить к двум крайностям, даже если кому-то это очень сильно хочется среди сейчас всех любителей манипулировать. Но что забывают говорить? Когда закончилась Великая Отечественная война и началась Холодная война, споры вокруг ленд-лиза разыгрались совершенно иными красками. Пока шли бои, вопрос денег резко не поднимался. Еще бы, СССР ценой 26 миллионов жизней ломал хребет мировому монстру, пока союзники, часть из которых вскормили этого монстра, практически не участвовали, либо участвовали с меньшей вовлеченностью. Но после победы, конечно же, этот вопрос возник. Надо понимать, что ленд-лиз не был подарком. Всему есть своя цена, как и сложности с подсчетами. После войны отдельным предметом переговоров становилось прежде всего имущество, которое сохранилось и было пригодно для дальнейшего использования в мирное время. Именно поэтому послевоенные переговоры оказались очень долгими и сложными. Нужно отметить, что еще до полноценного развертывания ленд-лиза существовали и другие схемы поставок. Летом и осенью 1941 года Советский Союз закупал часть вооружения, оборудования и материалов за золото и валюту. Свое золото. Самая известная история, например, связана с британским крейсером «Эдинбург». В апреле 1942 года корабль вышел из Мурманска в Великобританию. На его борту находилось 465 золотых слитков общей массой 5,5 тонн. Это золото предназначалось для расчета по ранее заключенным соглашениям и закупкам. 30 апреля 1942 года крейсер торпедирован был немцами, и уже через 2 дня Эдинбург затонул. Лишь почти 40 лет спустя значительную часть золота удалось поднять со дна Баренцева моря. Эта история известна многим, но ее часто пересказывают неправильно. Иногда можно услышать, будто этим золотом Советский Союз расплатился за прям весь ленд-лиз. Это же вообще не соответствует действительности. Золото на Эдинбург относилось к конкретным закупкам и финансовым расчетам военного времени, а не к оплате всей программы. Причем, посчитать, 5,5 тонн золота — оплата лишь маленькой части поставок.
После войны начались переговоры уже по другому вопросу. Какую сумму Советский Союз должен выплатить за имущество, которое у него осталось после войны? Переговоры шли трудно. Американская сторона первоначально называла суммы, которые Москва считала слишком завышенными. Мы же, в свою очередь, предполагали значительно меньшие цифры. Ну, понятно, холодная война. Постепенно спор превратился не только в экономический, а в политический. Потому что, повторюсь, шла холодная война. И у американцев появился прекрасный пропагандистский козырь. Бывшие союзнички стремительно превращались в противников, и в результате вопрос растянулся на десятилетия. Лишь в 1972 году СССР и США подписали соглашение, по которому Советский Союз признавал обязательства на сумму $722 миллиона с учетом процентов. Однако и после этого расчеты шли непросто. Часть выплат была приостановлена на фоне нового ухудшения советско-американских отношений. И уже после распада СССР обязательства перешли к Российской Федерации как преемнице СССР, и платежи по советским обязательствам были завершены Россией в 2006 году, уже во времена президентства Владимира Путина. 2006 год. Ленд-лиз не был жестом благотворительности. Вашингтон прекрасно понимал, что покупает. Не благодарность, а выживание собственного проекта мирового порядка. Британия десятилетиями наблюдала, как Германия набирает силу, рассчитывала, что Гитлер и Сталин перемелят друг друга где-нибудь между Смоленском и Уралом, а Лондон будет спокойно досматривать этот спектакль, и спектакль у них пошел не по сценарию. И нужно было что-то делать, тушить пожары. А за их игры СССР заплатил за победу 26 миллионами жизней, а потом еще и оплатил счет, буквально, деньгами, вплоть до 2006 года, уже при другой стране, при другом президенте. Возможно, единственный случай в истории, когда должник оказался куда обязательнее кредиторов. Ленд-лиз это не была вундервафля, как сейчас модно говорить. Нам никто ничего не дарил, и мы полностью оплатили то, что помогло, но ключевым фактором не было. Мы всегда платим свою цену, к сожалению, большую всегда, и в прямом, и переносном смысле. Друзья, пишите ваше мнение, спасибо за то, что смотрите, и не забывайте подписываться. До новых встреч, пока.